Привет, друзья! Как же мне нравится рецепт этой мясной закуски. Красивая, невероятно вкусная. Она может быть не только украшением любого праздничного стола, но и на каждый день для бутербродов это лучше любой магазинной колбасы. Поэтому, когда покупаю мясо со шкурой, шкурку ни в коем случае не выкидываю. Для этой закуски подойдет абсолютно любое мясо, поэтому она помогает мне почистить морозильную камеру от различных небольших кусочков мяса. Получается что-то на вроде сальтисона или зельца. Итак, начнем. У меня сегодня вот такая лопатка со шкуркой и тоненьким слоем сала. Мясо я хорошо помыла, а шкурку поскоблила ножом. Дополнительно для сальтисона, или зельца, я положу варить еще один приличный кусочек шкурки с тонким салом. Выкладываем подготовленное мясо в кастрюлю, заливаем водой и ставим варить. Когда вода закипит, убираем пенку, накрываем кастрюлю крышкой и варим на совсем маленьком огне в течение 3–3,5 часов. Где-то за полчаса, может чуть больше, до окончания варки. Я немного солю бульон и добавляю в кастрюлю крупную морковку и пастернак, несколько штук лаврового листа. Если у вас есть возможность раздобыть пастернак, обязательно положите, с ним сальтисон получается еще вкуснее. Мясо готово, если оно хорошо отделяется от кости. Даем мясу немного остыть в бульоне, выкладываем мясо в чашу. Также нам понадобятся и морковь, и пастернак. Морковь и пастернак я буду добавлять в сальтисон, поэтому их необходимо натереть на крупной терке. От вареной шкуры необходимо отделить кусочки мяса, если таковые есть. Также аккуратно отделяем шкуру от основного куска мяса. Убираем из мяса кость, а само мясо делим на небольшие кусочки. Это можно сделать с помощью вилок. Я заранее отлила и остудила немного бульона, в который добавляю желатин. Мне нравится, когда сальтисон, или зельц, имеет более плотную структуру. Теперь выкладываем в мясо измельченную головку чеснока. Также выкладываем морковь и пастернак. Выливаем бульон с набухшим, а затем нагретым до растворения желатином. Перемешиваем с помощью вилок, чтобы наши добавки равномерно распределились между кусочками мяса. Пробуем мясо и по необходимости добавляем соль и смесь перцев. Я заранее подготовила форму, выстелила ее пищевой пленкой. Теперь на дно формы выкладываем больший кусок шкурки. На него сверху выкладываем подготовленное мясо для сальтисона. Стараемся плотно укладывать мясо, чтобы не было пустот. Сверху накрываем мясо вторым куском шкурки. Плотно заворачиваем все пищевой пленкой. Необходимо придавить сальтисон грузом, чтобы он прессовался. Если у вас осталось немного мяса, не поместилось в форму, его можно положить без шкурок в другую форму и также придавить грузом. В таком виде убираем сальтисон в холодильник, чтобы он как следует застыл. Я убирала свою мясную закуску на ночь. И давайте посмотрим, что же в итоге получилось. А получилось не только красиво, но и очень-очень вкусно. Хочу обратить ваше внимание на то, что добавление к мясу чеснока, моркови и пастернака очень украсило вкус блюда.